Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. С вами Катя, и сегодня будем делать две елочные игрушки. И первым сделаю гномика. Для его основы взяла перегоревшую лампочку. У нее глянцевое покрытие, и чтобы на ней лучше держался воздушный пластилин, зашкуриваю ее мелкозернистой наждачкой. Сначала просто покрываю основу тонким слоем пластилина. Не обязательно, чтобы он был очень ровным, так как будет еще и второй. Если пластилин густой и плохо прилипает к пластику, можно промазать лампочку клеем ПВА. Первый слой был тонкий и высох буквально за пару часов. Теперь наношу второй. А вот его уже стараюсь разровнять. И обязательно нужно загладить стыки с ножками. Лучше дождаться высыхания штанов, а потом уже делать рубашку. Я хочу, чтобы борода выделялась на белом фоне, поэтому добавляю капельку коричневого пластилина. Фактуру придаю легкими движениями, для того, чтобы не смять и не повредить нижний слой пластилина. К этому же цвету добавила розовый, чтобы получился телесный оттенок. И после приклеивания лица добавляю еще ярус бороды. Если хотите сделать длинный тонкий колпачок, то обязательно укрепите его проволокой, потому что тонкие детали из пластилина довольно хрупкие и могут отколоться при падении. Если руки не будут прижаты к телу, то их тоже нужно будет укрепить проволокой. Делаю углубления в рукавах, чтобы вклеить в них ладошки. Ботиночки сушила отдельно, для того, чтобы они не помялись при приклеивании. Если пластилин уже сухой, то все детали скрепляю между собой клеем ПВА. Я не люблю оставлять воздушный пластилин неокрашенным. Чаще всего это будет выглядеть как детская поделка. Поэтому мне хочется сделать интересный переход цвета. Я сначала покрасила его градиентом в более спокойные натуральные зеленые оттенки. А бороду, лицо и рубашку покрываю тонким слоем перламутровой краски. Решила все-таки перекрасить гнома, чтобы он не сливался с елкой. Никогда раньше не использовала кракелюрный лак, и вот решила потренироваться. Как сказано в инструкции, нанесла его плоской кистью в один слой и спустя 2 часа покрыла тонким слоем краски. И, конечно, зря я выбрала перламутровую краску, потому что она образует плотную гладкую пленку, которая не дает появляться трещинкам. Они, конечно же, у меня появились, но они настолько мелкие, и между ними такое маленькое расстояние, что на камере их вообще практически не видно. Но получился тоже довольно-таки интересный эффект. Игрушка действительно выглядит старой, чего я в принципе и добивалась. В руках гном будет держать елочную игрушку, которую сделаю из маленького пенопластового шарика и сахарной ягодки. Пряжки сделала из клеевых страз. У них очень яркий блеск, что, конечно же, не вписывается в винтажный стиль. Поэтому приглушаю его немного черным металликом. Еще решила добавить розовых и сиреневых горошков, чтобы гномик был более нарядным. Теперь приступаю ко второй игрушке, символу 2022 года.
Я хочу сделать циркового тигра, который будет прыгать сквозь горящее кольцо. Его я взяла от банки с клеем. И чтобы придать пластику объема, обматываю капроном, нарезанным на тонкие полоски. Наношу не сильно разогретый термоклей. Мне нужно, чтобы он ложился не ровным слоем, а образовывал всякие паутинки и неровности. Еще вытягиваю его пальцами. Стараюсь, чтобы он не сильно остыл, но уже и не обжигал руки. Он прилипает к рукам, и получаются вот такие вот штучки, которые будут напоминать языки пламени. К сожалению, я уже использовала весь свой цветной термоклей для других поделок, и мне придется тщательно прокрашивать всю созданную фактуру. Не дожидаясь застывания красного цвета, добавила еще немного желтого. Можно добавить еще лака или ПВА, потому что у меня краска очень густая и никак не хочет проникать во все неровности. После высыхания добавляю еще немного желтого. Хочу еще покрыть блестками, чтобы огонь красиво искрился в свете от гирлянды. Красные и желтые блестки смешиваю с лаком. По мне так очень даже похоже на огонь. Для головы взяла самый маленький пластиковый шарик и вырезаю отверстие, которое позже будет пастью тигра. Из тонкого картона вырезала вот такой самый простой силуэт. И чтобы он не гнулся, склеиваю в 2 слоя. Обматывать и набирать толщину буду вязальными нитками. Конечно же, лучше сразу взять оранжевые нитки. Но мне хочется использовать свои остатки пряжи, поэтому я потом просто буду красить. Чтобы придать объема животику и спине, можно приклеить кусочки фольги или вырезать вот такие изогнутые овалы, подходящие по размеру. Решила сверху обмотать более светлыми нитками, чтобы легче было их потом покрасить. Шарик тоже нужно обмотать нитками, чтобы везде фактура была одинаковая. Ушки можно вырезать из фетра или картона, а я нанесла толстый слой термоклея и после остывания придала нужную форму. Из проволоки делаю хвост и также обматываю его нитками. Для того, чтобы тщательно прокрасить акриловую краску, нужно разбавить водой и клеем ПВА, потому что нитки сразу впитывают влагу и густой краской красить просто неудобно. После высыхания рисую полосочки перманентным маркером. Я не буду приклеивать тигра к кольцу, мне хочется, чтобы он был подвижным. Лучше взять леску, чтобы она была практически незаметна. Приклеиваю крепление, которое сняла с елочного шарика. Я потом эту область тоже подкрашу в цвет огня. Приклеиваю клыки. Их я вырезала из тонкого картона. И покрываю тонким слоем термоклея, чтобы придать прочность. Мордочку делаю из воздушного пластилина. Иголкой добавляю пушистую фактуру.
И покрываю лаком только глазки, для того, чтобы они блестели. А на белый цвет наношу золотую краску в технике сухой кисти. Добавляю усы из жесткой лески, которую покрасила в черный цвет. Ну вот и все. Несмотря на свой звериный оскал, мне кажется, тигренок получился вполне себе дружелюбным. Спасибо за внимание. Если вам понравилось мое видео, то поддержите его, пожалуйста, лайком. Жду ваших отзывов и комментариев. Также можете предлагать какие-то свои идеи для моих будущих DIY. До Нового года еще прилично времени, так что я надеюсь, все успею сделать. Ну а на сегодня у меня все. До скорой встречи!